Здравствуйте, друзья! 10 страшных паразитов, живущих в человеке. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. А если вы впервые на моем канале, то пожалуйста подпишитесь на него и включите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ссылка на статью в описании. Автор Инга Кайсина. Когда вы смотрите на этих мерзких паразитов на картинке, ваш лоб тут же покрывает холодный пот. Сложно представить, что подобные твари могут благополучно существовать внутри людей. Природа наградила их крошечными щупальцами, хоботками, слизистым тельцем и высокой приспосабливаемостью. Паразиты, которые помещены в наш список, выглядят отвратительно. Попадая в тело человека, они вытягивают питательные вещества, предназначенные для нормальной жизнедеятельности. Они перемещаются внутри тела и откладывают личинки. В итоге тело становится пристанищем для целой колонии паразитов, что может привести к серьезным заболеваниям. Власоглав. Власоглава человеческого по-другому называют хлыстовиком. Это связано с тем, что паразит напоминает коровий хлыст, а вырастает он до 5 см в длину. Червь имеет достаточно странную форму. Его тонкая нитевидная передняя часть плавно переходит в более широкую заднюю, где располагаются все внутренние органы. Чаще всего к заражению власоглавом склонны маленькие дети, которые играют на улице, а потом непроизвольно запихивают пальцы в рот. Яйца паразита можно подцепить в связи с употреблением плохо промытых фруктов, овощей и сырой воды. Хлыстовик, попадая в организм, вызывает сильную диарею, малокровие, провоцирует потерю веса, а в некоторых случаях у человека наблюдается выпадение прямой кишки. По данным Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, от власоглава страдает приблизительно 800 миллионов человек, проживающих в тропических странах. Амебы – возбудители акантомебного кератита. Болезнь под названием акантомебный кератит вызывается паразитом, который проникает в роговицу и даже вызывает слепоту. И хотя перед нами относительно редкое заболевание, но люди, которые носят контактные линзы, должны соблюдать меры предосторожности. Амеба, которая забивается в пространство между линзой и глазом, вызывает рубцевание, кератит, периневрит и даже кольцевые язвы. Заражение начинается с общих симптомов, присущих глазным инфекциям: покраснения, затуманенности зрения и чувствительности к свету. Чтобы снизить риск инфицирования, избегайте носить линзы в течение длительного времени. Хорошо дезинфицируйте их и обязательно снимайте во время плавания в открытой воде или приема горячей ванны. Филярии – возбудители лимфатического филяроза. Круглые черви могут быть переданы своему постоянному хозяину через укус комаров. Филярии благополучно существуют внутри тела человека около 8 лет. За это время они воспроизводят миллионы личинок, которые проникают в кровеносную систему. Паразиты оказывают ужасное воздействие на организм хозяина. Через кровь они ведут атаку на лимфатическую систему и образуют кожные наросты. Это приводит к серьезным физическим недостаткам, например, к аномальному разрастанию некоторых частей тела. Кроме того, страдальцы испытывают нестерпимую физическую и эмоциональную боль. Лимфатический филяроз стал обыденностью среди жителей Африки. Согласно статистическим данным, 40 миллионов человек остались изуродованными. Остановить развитие заболевания поможет только химиотерапия. Червь Ришта – возбудитель дракункулеза. Этот гельминт из группы нематодозов вызывает характерные волдыри и язвы на ногах. Личинки Ришты попадают в тело через сырую воду, содержащую переносчиков заболевания – веслоногих раков. Первоначально гельминты оседают на стенках кишечника, но вскоре начинают мигрировать в сторону ног. В течение года после заражения на голени или стопе хозяина образуется волдырь.
Если самка, живущая в теле, контактирует с водной средой, она снова может отложить яйца. До образования волдырей и язв у инфекции нет никаких явных симптомов. В настоящее время уровень инфицирования в странах Африки и Юго-Восточной Азии несколько сократился из-за улучшения качества питьевой воды. Лентец широкий, печеночный сосальщик. Эти паразиты вызывают желтуху, а также тяжелые инфекции печени. Лентец широкий похож на плоского червя и попадает в тело через загрязненную воду или рыбу. Червь попадает в кишечник, затем в брюшную полость, а после мигрирует в желчные протоки печени. Живет в теле хозяина до 20-30 лет. Когда самки отличаются высокой производительностью и откладывают яйца почти каждую минуту, это приводит к возникновению рака желчных протоков. Анкилостомы. Анкилостомы могут вызвать малокровие. Личинки проникают в тело человека из почвы, в которой находятся частички фекалий. В некоторых странах Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки ходьба босиком может быть чревата. Личинки паразита оснащены специальными крючками, с помощью которых они цепляются к стопам, а затем мигрируют в тело. Их путь является достаточно длинным – через легкие, затем в трахею, где хозяин сглатывает их. И только затем анкилостомы попадают в желудочно-кишечный тракт. Личинки овода, вызывающие дерматобиаз. Оводы, которые являются переносчиками дерматобиаза, обитают в странах Центральной и Южной Америки. Они прикрепляют свои яйца на комариные брюшки. Передача паразитов человеку происходит во время комариного укуса. Когда яйца становятся личинками, они просачиваются в область кожи. Специальные колючки дают возможность личинкам хорошо прицепиться к своему постоянному пристанищу. Хозяин может обнаружить этих неприятных существ, которые шевелятся у него под кожей. Острица. Острицы паразитируют в кишечнике человека, вызывая такое заболевание, как гельминтоз. Наиболее подвержены риску заражения дети, которые живут в антисанитарных условиях. Гельминты питаются бактериями, которые содержатся в кале. Когда дети спят, самка выходит из ануса, чтобы отложить яйца в близлежащей ткани. Взрослый паразит достигает чуть более 1 см в длину. Отложенные яйца вызывают зуд, дети непроизвольно чешутся чаще во сне. Паразиты остаются под ногтями, а через некоторое время грязные руки тянутся в рот. Так происходит повторное заражение. Солитер. Солитеры намного более опасны в сравнении с острицами. Эти длинные ленточные черви, попадая в организм человека, вызывают судороги и смертельный отек головы. Подцепить паразита можно через поедание плохо приготовленной свинины, говядины или зараженной личинками рыбы. Человек является промежуточным хозяином для солитера, помогающим пройти через все стадии развития. В умеренном климате наиболее распространен бычий цепень. И хотя сам солитер обитает в кишечнике, его яйца могут проникать в другие органы, что в целом негативно влияет на здоровье человека. Взрослая особь может достигать гигантских размеров до 15 метров. Заразиться можно через питьевую воду, загрязненную частичками фекалий. Шистосомы. Эти паразиты имеют необычайно простой жизненный цикл, но причиняют огромные страдания своему хозяину. Шистосомы укрупняют органы, оставляют шрамы, а в некоторых случаях ведут к раку мочевого пузыря. Люди, как правило, заражаются, плавая в пресной воде. Как известно, жители Африки, а именно там проживает подавляющее количество пострадавших, далеки от гигиены. Переносчики шистосом могут испражняться и мочиться в пресный водоем, а их промежуточным хозяином являются улитки. Личинки попадают внутрь тела человека через кожу, затем они попадают в кровоток, где созревают в червей длиной чуть более 1 см.
Шистосомы откладывают яйца, которые мигрируют в печень, легкие, кишечник и в мочевой пузырь. Это приводит к рубцам и значительному расширению органов. Инфекция, оставленная без внимания, потенциально ведет к раку мочевого пузыря. Автор Инга Кайсина. А что вы думаете по поводу паразитов человечества? Скоро на нашем канале выйдет видео про то, как можно избавиться от паразитов. Не пропустите. Вот такая интересная статья попалась мне сегодня, и я решил поделиться ею с вами. Надеюсь, вам было интересно. А если хотите не пропустить следующие мои выпуски, подпишитесь на мой канал и отметьте колокольчик. Всем спасибо за внимание. Буду рад вас видеть на своем канале снова.